За то время, которым я занимаюсь орхидеями, я пришел к одной истине, что чем реже мы пересаживаем орхидею, тем лучше орхидея чувствует себя. Если вы согласны с моим утверждением, поставьте лайк и оставьте комментарий под этим видео. Это поможет каналу, а раз вы пришли на канал, значит вам здесь интересно. Итак, добрый день, меня зовут Станислав, и вы на канале Орхидеи дома. И тему, которую я сегодня хочу затронуть, это углубленные посадки. Вот как, допустим, вот у этой орхидеи, которую я пересаживал примерно 3-4 месяца назад. Корней у нее было не особо, но не особо просматриваемых корней. У нее было достаточно корней, чтобы ее пересадить в такую посадку. А в закрытую систему, как правило, сажают орхидеи, у которых корневая хорошая. И вот вы видите, что орхидея чувствует себя замечательно. Вот примерно в то же время пересажена другая орхидея. И тоже смотрите, глубоко она посажена, корневая тоже развивается не так, допустим, хорошо, как в предыдущей, но в целом орхидея стоит твердо, упруго, тургор листьев отличный. И примерно в то же время, по-моему, я буквально в течение 3 дней пересаживал все эти орхидеи, может быть даже в один день. Тоже смотрите, какая заглубленная посадка. И орхидеи себя чувствуют замечательно. Вон новый корешочек пробился. Давайте посмотрим. Корешки здесь тоже, смотрите, в посадке просто замечательные. Они начинают все больше и больше заполнять. Тут вон, правда, ага, смотрите. Вот что я вам сейчас хочу показать. У этой орхидеи не только новый корешочек вот там проклюнулся, но и наконец я увижу, как выглядят ее цветы. Она выпустила, вот смотрите, маленький цветонос. Название этой орхидеи мини-анаконда, и как выглядят ее цветы вживую, я еще не видел, только на картинке. Ну, а теперь возвращаемся к углубленным посадкам. И сейчас я где-то здесь вставлю комментарий очень активной зрительницы Алле, которая постоянно оставляет комментарии под моими видео. Спасибо вам большое. Но с этим комментарием я немножко не согласен. Кстати, сейчас вот второй ряд тройки орхидей, которые пересадка была уже там в районе от 6 месяцев до года примерно. И тоже здесь посадка была очень углубленная. Смотрите, вот уже видно отсушенные остатки листочков, которые уже остались, которые я еще не убрал. И эти остатки засохшие находятся тоже, смотрите, как глубоко. То есть, как бы посадки я, не всегда, но вот видите, вот остаточек листочка засохшего. То есть, и эта посадка была глубокая год назад. И здесь уже не закрытая система, здесь уже идет обычная классика и корневая система, и все у этой орхидеи тоже просто замечательно. Да, вспомнил я, это орхидея из видео, примерно, которое вышло год назад, про орхидеи от садовника. И смотрите, все у нее замечательно, растет, смотрите, какой замечательный цветонос. Но, тем не менее, давайте же вернемся к комментарию, который оставила Алла. І звучить он так. Гарна пересадка. Ви всі орхи так заглубляєте шийку у ґрунт? Я ні. Їм не подобається. Но, как вы только что видели, уже вот 4-я орхидея, у всех заглубленные посадки, и всем все нравится.
и посадки, как вы видите, и в закрытой системе, и в классической. Так вот, может им не нравятся какие-то другие условия содержания, а не глубокая посадка. Ведь вот на примере нескольких, вот следующую, смотрите, тоже углубленная посадка, отлично орхидея развивается, отличная корневая, отличный тургор листьев. Да, с этой орхидеей, вот, которую сейчас я вам показываю, смотрите, как, кстати, она нарастила корневую. Поначалу были проблемы с тургором нижних листиков, но с помощью палочек, которые я поставил и опер об эти палочки листочек, со временем все у орхидеи наладилось. Палочки, кстати, надо будет вытащить, не забыть, но уже как-то так лист, чтобы не раскидывался дальше, я и оставил. Смотрите, как в углубленной посадке орхидея развивает корни. Смотрите, какая корневая система. И когда эти корешки были маленькие, прямо щетка такая. Сейчас вот они подросли и разрослись по посадке. Но смотрите, на одной линии сколько было прорезанных корешков. И эти все корешки прорезались уже после того, как я посадил эту орхидею. И посадка была вот такая углубленная. Вот, кстати, здесь поменьше, по-моему, где-то 6-7 месяцев. Да, вот, смотрите, в 10 месяце я, получается, да, я пересадил вот очередную орхидею, и это, получается, прошло 7 уже месяцев. И тоже, видите, вот углубленная посадка. Здесь она получилась не по центру, немножко в стороне, но тем не менее, как вы видите, смотрите, отлично развивается. Вот листочек засохший, то есть вот там, когда я садил, вот где я вам только что показал, засохший листочек, вот там был крайний листочек зеленый при посадке. И смотрите, все с орхидеями хорошо. Может быть, стоит действительно поискать другую причину, что не нравится орхидеям. И здесь вот тоже видно, щеткой прямо вышли в одну линию куча корешков. А вот, кстати, чуть-чуть ниже, смотрите, проклюнулся новый, маленький, совсем молоденький краешек. Вы видите, вот при увеличении его очень хорошо видно сейчас. Зелененький такой. Так вот, понятно, что у каждого есть какие-то принципы, наработки, какой-то опыт уже со временем пересадок. И у меня получается вот так, поэтому я делаю так. Может быть, у кого-то будет получаться по-другому. Но я как бы не настаиваю на том, чтобы посадки были углубленные. Просто я сейчас вам показываю, что у меня в моих углубленных посадках орхидеи себя чувствуют просто замечательно. А углубленные посадки я делаю по одной простой причине, что помните, в начале я сказал, что чем реже мы пересаживаем орхидеи, тем лучше орхидеи чувствуют себя. И вот сейчас третий ряд орхидей, которые я пересаживал 2,5 года назад. Смотрите, какая красота с корнями. Понятно, что шейка уже немножко лысенькая. Те листочки, которые были раньше у этой орхидеи, уже отслужили ей, отпали, и она вот так вот как бы возвышается. Но смотрите, за 2,5 года глубокая посадка сейчас превратилась. Кто скажет, что здесь вот глубокая посадка? Сейчас я максимально постараюсь увеличить и показать. Ну вот, видите, это здесь вот были листочки. И за вот эти 2,5 года понятно, что они не могут жить вечно. Но вот в глубину сейчас постараюсь вам показать. Вон где в самом начале начинается, видите?
Вот там вот был 2,5 года, вот здесь вот в этом месте, 2,5 года назад был первый листочек. Так вот, за 2,5 года орхидея выросла, и она остается в своей как бы прежней посадке. И вот в чем преимущество глубокой посадки? В том, что через какой-то период времени эта орхидея будет замечательно себя продолжать чувствовать. И мы сможем пока вместе еще ее продержать какое-то время в старой посадке. Понятно, что кто-то напишет, что грунт засоляется, что нижние корешки, вот как здесь вот вы видите, уже есть пропавшие. Но если я буду делать поливы этой орхидеи с фитодоктором и триходермином, то рано или поздно эти корешки, которые пропали, они разложатся, и эти разложения пойдут на, эта органика пойдет на пользу, на рост этой орхидеи. Вот давайте еще одну посмотрим. Такую же красавицу, которую 2,5 года назад я пересадил. И здесь вот в одном месте мне пришлось корковой пробкой немножко подпереть ее, потому что она начинала заваливаться. Но а в остальном смотрите, как за счет того, что 2,5 года назад была углубленная посадка, сейчас эта орхидея до сих пор нормально себя еще чувствует в этой старой посадке. И я надеюсь, что в этот раз она выпустит не пару цветоносов, а 3, а может быть и 4 из тех, которые она уже выпускала. Ведь чем больше будет цветоносов, тем пышнее орхидея будет цвести. А это всегда намного приятней глазу. Кстати, смотрите, какие кончики корешков, которые вот только-только начали расти. Они длинные. Длина вот этих или зеленых, или как в этом случае коричневых кончиков корешков означает то, что рост корешков происходит быстро. Вот видите, какие они раскукленные. И вот край от коричневого и на кончике зеленый, вот эта вот длина, и означает то, что чем больше, скажем, больше сантиметра, там 1,5, бывает и даже 2 сантиметра вот эта вот длина, тем, значит, быстрее эти корни развиваются и растут. И если кто-то смотрит сейчас это видео из начинающих, скажу, что именно с такими корешками и нужно пересаживать орхидею. Ну и вот еще одна у меня старушка, которая тоже 2,5 года назад пересаживалась. Это каменная роза. И тоже посадка была углубленная. Значит, куча воздушных корешков у нее. Вон, смотрите, засохший листик. И под листиком, вон пымпочка, видите? Вот эта пымпочка, это начинающий расти корешок. Сейчас мы давайте вот потихонечку вот так вот уберем остаток листочка. И вот смотрите. Вот этот засохший листочек, он мешает новому корешку хорошо развиваться. Видите, он почти закуклился. Только маленькая-маленькая вон зелененькая точечка осталась. Кстати, такой сухой листочек, остаток сухого листка, лучше убирать, когда его намочите, и тогда вероятность повредить вот этот маленький отросточек уменьшается. Ну а состояние в посадке, как вы видите, новые молодые корешки такие ярко-серые, с раскукленными кончиками, а те, которые старые внизу, они уже такие темные. Понятно, что некоторые тоже будут пропадать, но зато те, которые не пропадают, смотрите, если предыдущие орхидеи кончики были такие коричневые, то здесь вот такие салатные, зеленые.
И меня очень радует то, что по длине они тоже такие длинные, больше чем 1,5 сантиметра точно. Так что, невзирая на то, что вот вы видите у орхидеи некоторые корешки засохли, другие корешки развиваются, вот еще новый проклевывается. То есть даже в старой посадке орхидеи нормально себя чувствуют. Понятно, когда я уже буду понимать, что корни начинают портиться от солей, понятно, что я буду пересаживать. Но а сейчас я хочу получить пышное цветение, и поэтому максимально буду стараться еще держать эти орхидеи в старой посадке. Ведь я хочу получить именно пышное цветение. Ну, давайте, наверное, я еще достану сейчас пару орхидей, которые пересадка была больше года назад. Вот такая орхидея с варигатными листьями. И цветение ее было в прошлый раз на 2 цветоноса. Но эти цветоносы были по 5-6 листочков. То сейчас, кстати, посадка тоже, видите, углубленная. Вот так глубоко садил. И вон, смотрите, вон один остаток цветоноса я обрезал. Второй вон, по-моему, там с той стороны. И сейчас орхидея гонит новый цветонос. И я понимаю, что это цветение уже у нее будет мультифлорное. Как это мультифлорное, сейчас я вам покажу. Для того, чтобы лучше было видно, сейчас я, наверное, возьму белый листочек. Одну секундочку сейчас. Вот так вот, смотрите. Чтобы вам было четко видно, вот от цветоноса влево-вправо расходятся еще цветоносы. И на каждом вот таком маленьком уже будут начинать бутонизироваться цветы. И это цветение будет намного пышнее, чем предыдущее. Очень мне сильно хочется, чтобы и на втором цветоносе, который она не засушила, вот он, видите, с левой стороны внизу, может быть, он еще пустит какую-нибудь боковую почку, и этот цветонос процветет. Но этот цветонос, конечно, я в предвкушении. Сколько же будет здесь цветов? Давайте еще посмотрим. Сейчас я посмотрю, что тут вам еще показать. Ну вот, например, ну вот эту давайте, вот этого подростка я вам сейчас покажу. Значит, здесь тоже посадка была изначально углубленной, но здесь он нарастил столько корней, что за счет корней он просто приподнялся. Корни приподняли орхидею. У молодых орхидей зачастую бывает не только в посадке в корнях, но и в мху, когда корни поднимают орхидею вот так вот вверх. Смотрите, как сильно даже кора поднялась вместе с корешками. И корневая, сейчас я вот так вот поставлю и поближе вам покажу, покручу эту орхидею. Смотрите, это подросток, солнечный дракон. Его я в 21 году размывал из фласки. Вот смотрите, как нарастил он свои корешки внизу. Упало несколько кусочков коры. И в этом году вот я уже увижу, как вы видели, у него есть цветоносик, вот смотрите какой. И я наконец уже увижу, как же будет цвести эта орхидея. Очень, скажем так, она долгожданная для меня. Ну, кто из фласок размывал, орхидейки маленькие, те меня поймут. А тех, кто не размывал, рекомендую, если есть возможность, приобретите одну фласку
И этот процесс будет, я вам обещаю, очень захватывающий. Единственный момент в этом во всем минус, это то, что это длится очень-очень долго по времени. Конечно же, другие цветы намного быстрее и цветут, и растут, и все остальное. Но орхидеи своеобразны, и именно за эту своеобразность, наверное, мы и любим их. Ну и давайте еще последнюю сейчас орхидейку посмотрим. Здесь тоже была углубленная посадка. Эта посадка, пересадка в 12 горшок была примерно год назад, наверное, еще год. Не, ну около года, да, примерно. И вот смотрите, эта углубленность никаким образом не мешает орхидее развиваться. То есть, ну, мне кажется, что орхидеям все нравится. То есть мы, конечно, не можем ответить вот так вот за орхидею, но судя по их развитию, я смело могу сказать, что глубокие посадки орхидеям нравятся. Смотрите, какие замечательные у нее корешки. Правда, не весь горшок она еще заполнила, но это тоже молодой подросток и отлично развивается. Растит вот новый молоденький листочек. То есть все с орхидеями хорошо. Кстати, напишите вы в комментариях, что вы думаете по поводу углубления, как у вас происходят процессы пересадки и сильно ли вы углубляете, и как скоро потом эта углубленность переходит вот в такое состояние, как вы вот сейчас видите орхидею, которая уже как бы над посадкой возвышается, и нижний листик получается намного выше от, скажем так, поверхности горшка. Ну вот, пожалуй, и все, что я вам хотел сегодня рассказать. Надеюсь на ваши лайки, комментарии, подписки. Делитесь с друзьями ссылкой на видео. И, конечно же, приходите на канал Орхидеи дома снова и снова. Ну а на сегодня хочу сказать всем до новых встреч.